Привет, бойцы криптовалютного фронта. Скорее всего, вы уже успели увидеть много роликов, в которых рассказывают, что рекордный обвал крипторынка в ночь с 10 на 11 октября – это очередная высадка маржинальщиков перед невероятным тузымуном. Большинство участников рынка считают, что обвал 11 октября – это повтор обвала марта 2020 года или коронадампа. И я бы очень хотел, чтобы это было так. Но есть ряд проблем, о которых я должен вас предупредить. Чтобы полностью уничтожить версию с повтором коронадампа, мне потребуется всего 10 секунд. Перед вами график фондового индекса S&P 500. В марте 2020 года он обвалился на 37%, и криптовалютный рынок последовал за ним. 10 октября S&P 500 снизился всего на 3% от исторического максимума. Но это не помешало альткоинам почти обнулиться. Так что сравнение с коронадампом – это фатальная ошибка. Но есть другое событие, на которое октябрьский флеш-крэш похож как две капли воды. И о нем почему-то все молчат. Поскольку я на крипторынке с 2013 года, я буду первым, кто нарушит это молчание. Вообще, я уже полностью разобрал эту ситуацию у себя в телеграм-канале еще утром 11 октября, сразу после обвала, ссылка, кстати, в описании. Но ролик я смог записать только сейчас. Перед нами дневной график эфира после 4 декабря 2021 года. 4 декабря тоже суббота, и это один из крупнейших обвалов в истории криптовалютного рынка. Почему график именно эфира? Потому что тогда эфир держался сильнее биткоина, и всеми силами намекал на продолжение альтсезона. Тот обвал произошел по схожей причине. В пятницу вечером 3 декабря кто-то из администрации Байдена сказал, что из-за штамма Омикрон они планируют ввести новый локдаун. S&P 500 отреагировал на это снижением на 1%. Но альткоины в ночь с пятницы на субботу, 4 декабря, в моменте обвалились на 30-50%. Тот обвал растянут на две дневные свечи из-за тайминга. Начался он ночью, а закончился в 8 утра по восточноевропейскому времени. И за эти две свечи эфир снижался на 27%. Но тогда эфир был реально силен, поскольку даже в начале медвежки он стоил почти $4000, чего, например, не было большую часть 2025 года. Кстати, причины этого я разобрал в отдельном ролике. Ликвидации в тот день превысили $2,5 миллиарда, причем конкретно я словил тогда самый большой убыток за всю свою жизнь. Очень большую сумму. У меня стояли стоп-лоссы, но они были закрыты значительно ниже, чем я их ставил. К сожалению, это обычная ситуация для таких обвалов. Инвесторы и трейдеры были в шоке. На YouTube запланили ролики с содержанием «Не парьтесь, пацаны, это скинули маржинальщиков. Сейчас мы пойдем на новый исторический максимум». Теперь снова смотрите на график эфира. До 9 декабря 2021 года участники рынка реально могли считать, что все идет по сценарию быков из YouTube. Эфир пробил цену открытия 4 декабря и почти дошел до максимумов 3 декабря. Но эти максимумы он пробить не смог. Рынок ровно месяц находился в нисходящем боковике, а после ушел еще ниже. И надолго. Будет ли так в этот раз? На 100% этого не знает никто. Никто. Ниманд. Nobody. Но если вы на меня подписаны, то вы видели мой июньский ролик про альтсезон, в котором я говорю, что в 2025 году альтсезона точно не будет. А ожидать нам в этом году стоит лишь события, которые заставят ФРС сильно снизить ставку. До 1% или ниже. Еще раз. Я этот прогноз сделал не 12 октября, а в середине июня. И тогда эта позиция не встречала большой поддержки. Теперь же очевидно, что иначе быть и не могло. И возможно это событие X к нам достаточно близко. Потому что фондовый рынок США вскоре после декабрьского обвала 2021 года тоже направился вслед за криптой. Кто-то может спросить, а какая связь? Связь очень простая. Ирония в том, что и на фондовом рынке США, и в крипте одни и те же ключевые игроки. И они сначала избавляются от самых рисковых активов. Крипта, очевидно, именно таким активом и является. Но я считаю, что снова год медвежьего рынка – это не базовый сценарий. Думаю, все будет быстрее. Но и быстрого разворота не будет. Как я уже писал утром после обвала у себя в канале и здесь в сообществе, я абсолютно уверен, что как минимум месяц или полтора мы проведем в нисходящем боковике. Да, после пятничного снижения мы должны увидеть заброс вверх. И мы его, скорее всего, увидим на новой неделе. Но это не разворот, а лишь коррекция к снижению. До тех пор, пока эфир не закрепится выше $4250, а биткоин выше $117 000. Уровни 9 октября в этом году мы уже вряд ли пробьем. Альткоины и так испытывали проблемы с ликвидностью. После рекордной ликвидации 10-11 октября там вообще не осталось денег. Поэтому длительный боковик просто неизбежен. Кто будет тянуть рынок вверх? Кому будут продавать киты? Вы готовы купить арбитром по доллару? Очень сомневаюсь. Потому что и по 30 центов желающих мало. Утверждение же, что биткоин это безопасный актив, защитная гавань, это просто бред. Защитные активы не падают на 10% часовой свечой. Если мы увидим сильное снижение фондового рынка США, то мы увидим и биткоин дешевле $90 000. В июньском ролике про альтсезон я уже показывал эту картинку. По классической схеме халвинг, сезон биткоина, альтсезон. Альтсезон должен завершиться 18 октября. Я повторю свой тезис из июньского ролика. Никакие метрики, основанные на исчислении дней, не работают. Это просто нумерология. Худший сценарий
Это если в итоге выяснится, что все это было своеобразным повтором цикла 2019 года. Тогда тоже была относительно высокая ставка ФРС, но не было ETF на биткоин. Поэтому рост биткоина был ограниченным и более коротким по времени. Но альткоины тогда тоже не показывали признаков жизни. Однако есть и хорошая новость. Цикл 2019 года завершился мартовским обвалом 2020 года. И после этого мы увидели феноменальный альтсезон. Пик обвала совпал со снижением ставки ФРС до нуля. К слову, в 2008 году было точно так же. Так что делать-то? Я отвечу то, что делаю я. Ночью 11 октября и в пятницу 17 октября я уже успел откупить часть альткоинов. Не в самом низу, но я доволен. Conflux, о котором у меня есть отдельный ролик по 10 центов, Тон по $1.90 и проект из следующего ролика. Eigenlayer, о котором я снял прошлый ролик, я пока приобрести не успел, но поставил отложку на $1. В рамках ожидаемого мной боковика я использую только половину депозита, потому что на вторую половину депозита я буду ждать того самого обвала фондового рынка США, который приведет к резкому снижению ставки ФРС, и там я уже буду заходить полностью. Таким образом, я действую в рамках стратегии из моего июньского ролика про альтсезон, и при этом не рискую словить фомы, если рынок по какой-то причине резко развернется. В середине ноября 2024 года я еще не вел YouTube канал, но я написал вот эту статью на портале VC и в первых постах своего телеграм-канала. Я полностью распродал свой портфель и просто наблюдал за рынком весь год. Изредка торгую индексы США, биткоин и эфириум. И честно говоря, это было очень хорошее решение. Если вы посчитали этот ролик полезным, то поставьте лайк и напишите комментарий. Без вашей помощи YouTube не будет продвигать этот ролик. Если не согласны с моим мнением, то напишите ваше видение. Будет интересно почитать и обсудить. И удачи, друзья! Берегите себя и свой капитал.